Хари Кришна, всем, кто любит аккумуляторные батареи. Еще один вопрос сегодня рассмотрим. Это можно ли аккумуляторную батарею, если она замерзла и не хочет заводить на морозе, и делает стартер только вжик, 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 а мотор не заводится. Можно ли аккумуляторную батарею старым савдеповским способом, если она не хочет на морозе крутить стартер, минус 13 сейчас. Батарея замерзшая и показывает 12,05 вольт. Почему 12,05 я в видео рассказывал. Так вот, в этом случае древнесоветская литература рекомендовала включить дальний свет фар на несколько минут. После этого якобы электролит должен разогреться и стартер должен начать вращаться, потому что батарея нагреется. Так вот, часто спрашивают, правда или нет, будет хорошо или будет еще хуже. Ну, давайте поэкспериментируем. 12,05 вольт, батарея как раз замерзшая, минус 13 градусов. Было минус 16, но пока я тут снимал одно видео, стало минус 13. И иду я включать дальний свет фар. Ну, а мы смотрим на напряжение. Включил я дальний свет, засекаем время. Подождем пару минут, а даже пошло вверх. 30 секунд прошло, напряжение держится 1,24. 35 секунд прошло, напряжение держится 11,24, не меняется. Ну, не меняется, потому что батарея заряжена. И даже немножко идет вверх. Сразу было, упало до 11,23. Сейчас 11,25. Минута прошла. Минута 30. Напряжение стабильно. 2 минуты. Напряжение стабильно. Давайте клещами померяем, какой ток расходуется. Замеряем. 22 ампера. 3 минуты прошло, напряжение немножко упало, 11,22. Почему 22 ампера? Потому что еще система зажигания включена. 4 минуты, напряжение 11,20 упало. Выключаем наш дальний свет. И смотрим, как меняется напряжение. Напряжение начинает расти вверх, потому что нагрузку мы сняли. Напряжение растет вверх. И тут нам очень важна скорость, с какой напряжение начинается расти вверх. Померяем температуру аккумулятора. 9 градусов, минус 9 градусов, а было минус 13. Немножко подросла температура. Но если температура подросла, то и напряжение должно стать выше. Прошло 1,5 минуты, напряжение достигло того значения, которое было изначально до эксперимента. 12,04, а было 12,05 изначально. 2 минуты, 12,05. 3 минуты, напряжение растет, 12,07, растет еле-еле, но тем не менее, как видно, оно уже больше, чем было в самом начале эксперимента. То есть батарейка потихонечку разогрелась все-таки. То есть старая советская литература не соврала. Действительно, электролит разогрелся, мы это по градуснику видели. А раз разогрелся электролит, соответственно, должно вырасти напряжение. 4 минуты, напряжение еще растет, 12,08. Посмотрим, на какой минуте оно устаканится. 11 минут прошло, напряжение 12,1 и стоит на месте, больше не поднимается. То есть больше он уже греться не будет. И что имеем в итоге? 4 минуты. Мы насиловали аккумулятор дальним светом фар, плюс
Плюс работа электросистем автомобиля, то есть компьютера, потому что я включил зажигание для того, чтобы поставить дальний свет. Потому что надо было или вручную его держать, или включить зажигание и потом включить дальний свет. Я выбрал второй вариант. Энергопотребление, конечно, увеличилось, потому что система на себя тоже ток брала. Но, тем не менее, что-то то на то должно и получаться. И видим вот такой вот результат. В начале эксперимента было 12:05. 4 минуты погрели аккумулятор дальним светом. Напряжение 12,10 выросло. В течение 10 минут после того, как сняли нагрузку. И аккумулятор, градусник показывает, немножко нагрелся. Ну а теперь пойдем в теплое помещение и будем делать выводы соответственные по этой ситуации. И можно ли активировать замерзший аккумулятор таким способом. Наверное, надо пойти запустить двигатель, чтобы было видно, что этот аккумулятор двигатель запустит без проблем. И опять можем посмотреть после нагрузки, как быстро поднимается напряжение. В этот раз должно подняться быстрее. Засечем секундомером. Буквально 30 секунд прошло, напряжение уже 12,07, 12,08. Почему оно быстренько-быстренько начинает набираться? Потому что электролит уже теплый. Минута 25 и напряжение уже стало 12,10. Это мы загрузили стартером, и вот за минуту 25 оно достигло 12,10 вольт. А в предыдущий раз понадобилось для этого буквально 9 минут. То есть теперь все происходит гораздо быстрее, потому что химические процессы в аккумуляторной батарее теперь протекают намного быстрее. И вот, казалось бы, мы стартером дернули, разрядили аккумулятор, напряжение должно упасть, а оно наоборот даже еще немножко подросло. Такие вот зимние чудеса с аккумуляторными батареями. Ну а теперь давайте подведем итоги. Почему у нас напряжение такое низкое на морозе? Я в прошлом видео рассказывал, кому интересно, может посмотреть. Это связано с тем, что электролит на морозе загус. Ну, собственно, для того, чтобы его немножко прогреть, и применяем этот самый метод включения света дальних фар. Будет ли эффект от того, что мы включим дальний свет на 30 секунд, как рекомендуют некоторые статьи в интернете? Значит, если мы включим свет дальний на 30 секунд, то мы сделаем только хуже, потому что за это время свинец аккумуляторный, а соответственно и электролит, потому что будут как раз таки нагреваться свинцовые пластины от того, что по ним бежит ток, а уже от них будет нагреваться электролит. Так вот, за 30 секунд пластины нагреться не смогут, не успеют. А вот разрядиться аккумуляторная батарея таки успеет, и эффект будет отрицательный. Но, как мы видели только что в эксперименте, в принципе, положительного эффекта добиться можно. И действительно, запуск двигателя можно облегчить путем прогревания электролита в аккумуляторной батарее за счет включения дальнего света. Но дальний свет надо включать на несколько минут. И только через несколько минут у нас электролит немножечко прогреется. Потом дальний свет надо выключить и дать аккумуляторной батарее простоять еще некоторое время, которое приблизительно равно в 2 раза больше, чем мы включали дальний свет. То есть, если мы дальний свет в эксперименте включали на 4 минуты, то аккумулятор восстановил свое напряжение только через 9 минут, то есть прошло времени больше, чем в 2 раза. И вот только тогда мощность аккумуляторной батареи немножко подросла, потому что что такое мощность аккумуляторной батареи? Это напряжение на клеммах умножить на ток, который отдает аккумуляторная батарея. Ток у нас постоянный, сколько стартер берет, столько и берет. А вот напряжение у нас подрастает, а значит мощность батареи немножко вырастает. А вот если мы включим свет на 30 секунд, то напряжение у нас, соответственно, упадет. И, соответственно, мощность батареи тоже упадет. Ну и, понятное дело, этот фокус можно проверить только на исправных аккумуляторных батареях, которые в хорошем состоянии находятся. На неисправных, соответственно, опять же, будет эффект отрицательный. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков и жду ваших комментариев по этому поводу.